Итак, тема сегодняшней лекции — происхождение человека. Есть три точки зрения на происхождение человека: божественное, космическое и биологическое. Согласно божественной точке зрения, человека сотворил Бог. Согласно Ветхому Завету, Бог Яхве сотворил мир за 7 дней. Он сотворил небо и землю в первый день. Он сотворил свет и тьму, то есть день и ночь, во второй день. Он сотворил сушу, море и растения в третий день. Он сотворил солнце, луну и звезды в четвертый день. Он сотворил небесных птиц, водных зверей и змеев в пятый день. Он сотворил наземных животных и человека в шестой день. Эту точку зрения я излагаю только для смеха, потому что нет ни одного научного доказательства. Никто не нашел останки Адама и Евы. Поэтому это несерьезно. Сам я являюсь атеистом и в Бога не верю. Вторая точка зрения – космическая. Согласно космической точке зрения, человек произошел от инопланетян, но, по моему мнению, эта точка зрения тоже является сомнительной из-за полного отсутствия эмпирических доказательств. Никто этих инопланетян не видел. В общем, это все несерьезно. Если бы они появились, началась бы война. Первый способ контакта – война. И зря, я считаю, они там посылают сигналы на другие планеты. Если бы они появились, инопланетяне, была бы война. А войны нет с инопланетянами. Так, третья точка зрения – биологическая. Ее сформулировал Чарльз Дарвин. Человек и человекообразные обезьяны произошли от общего предка. Эта точка зрения подкреплена огромным количеством эмпирических доказательств. И, по моему мнению, эта точка зрения является истинной. Первой группой доказательств является сходство строения человека и позвоночных животных, строение скелета, нервной системы, системы пищеварения, дыхания и кровообращения человека и других позвоночных, особенно млекопитающих. На ранних стадиях эмбрионального развития зародыш человека трудно отличить от зародышей других позвоночных животных. Родство человека и животных подтверждается существованием около 90 рудиментов и атовизмов. Например, особые мышцы, позволяющие некоторым людям двигать ушами и кожей головы. Дальше. Копчиковые кости, как остатка хвоста и так далее. Человек относится к отряду приматов. Наиболее близкими родственниками человека являются человекообразные обезьяны: шимпанзе, горилла, индомалайский орангутанг. Второй группой доказательств является поразительное сходство хромосомного аппарата. Количество хромосом у шимпанзе равно 48, тогда как у человека 46 хромосом. Третьей группой доказательств является наличие ископаемых останков, обнаруженных археологами, которые пытались проследить и эмпирически подтвердить весь путь эволюции от обезьяноподобных предков к человеку.
Следующий вопрос. Отличия человека от обезьяны, которые появились в процессе эволюции. По моему мнению, у человека по сравнению с обезьяной появились новые функции мышления. Это способность к орудийной деятельности, к устной речи и абстрактному мышлению. Но и у высших млекопитающих, и у человека существует способность к интуиции. У высших млекопитающих, это у собак, обезьян и так далее, эта интуиция, в отличие от человека, существует в бессловесной форме. А у человека интуиция в словесной форме. Вот и все отличие. Так, появление новых функций мышления привело к появлению физиологических отличий человека от обезьяны. Чтобы освободить руки для орудийной деятельности, человек приобрел способность к прямохождению. Это привело к изменению кисти руки и развитию большого пальца у человека, к уменьшению длины рук, к изменению стопы, которая потеряла хватательные функции при лазании по деревьям, к изменению позвоночника. Вместо формы дуги появилась S-образная форма позвоночника и изменился таз. Второе. Появление речи и мышления привело к изменениям в строении черепа и мозга. Мозг человека в 2,5 раза больше мозга человекообразных обезьян, в том числе и за счет увеличения теменной, височной и лобных долей, где расположены центры новых функций мышления. Это способность к орудийной деятельности, к речи и мышлению. У человека исчезли сплошные надбровные дуги, как центр чрезмерной агрессивности. Человек приобрел высокий лоб, слабые челюсти и маленькие клыки. О хорошем развитии членораздельной речи у человека свидетельствует подбородочный выступ. Следующий вопрос. Наличие интуиции у человека и обезьяны – это еще одно сходство между ними. Итак, поведение высших млекопитающих животных построено не только на условных и безусловных инстинктах, но и на интуиции. Поведение низших животных построено на одних инстинктах при отсутствии интуиции и напоминает поведение автомата. Появление интуиции у животных позволило начать процесс обучения в примитивной форме, особенно у хищников. Проблема состоит в том, что такая наука, как зоопсихология, сегодня находится в самом начале своего зарождения и развития и не может предоставить исчерпывающих данных. Дарвин считал, что между психикой высших млекопитающих и человека не существует глубоких различий. Дарвин был убежден, что многие существа испытывают удовольствие и боль, радость и печаль, видят сны и даже обладают воображением. Дарвин защищал свою теорию в книге «Выражение эмоций у человека и животных». Дарвин сравнил презрительную усмешку у человека с обнажением клыков с целью напугать противника у животных. По моему мнению, человек унаследовал язык жестов у животных. В начале 20 века практически каждый образованный человек на Западе читал про коня по кличке Умный Ганс. Этот конь якобы умел складывать, вычитать,
оперировать простыми и десятичными дробями, читать, составлять слова, указывать время, различать цвета, идентифицировать предметы, показывать чудеса памяти. Этот конь отвечал на поставленные вопросы либо постукиванием копытом определенное количество раз, либо кивая головой в направлении нужного предмета или букв. Владелец коня, отставной учитель математики фон Остен, был искренне уверен, что этот конь мыслит как человек, и просто этому коню не хватает достаточного уровня образования. Психолог Функст расследовал этот случай и доказал, что конь был обучен начинать и прекращать топать ногой, повинуясь непроизвольным кивкам головой любого человека и получая подкрепление в форме морковки или кусочка сахара за якобы правильный ответ. Поэтому Ганс не мог правильно отвечать на вопросы людей, которые сами не знали правильного ответа и не могли непроизвольно кивать в ответ. Этот случай заставил психологов более скептически относиться ко всякого рода заявлениям о разуме животных. По моему мнению, можно сделать вывод, что у высших млекопитающих животных есть способность к интуиции и отсутствует способность к орудийной деятельности, устной речи и абстрактно-логическому мышлению. Интуиция – это восприятие окружающего мира человеком или животным с помощью бессознательного, когда на основании прошлого опыта и без всяких размышлений откуда-то из глубин подсознания у них всплывает готовый рецепт решения проблемы или готовый план действий в форме предчувствия. Ребенок, полностью изолированный от других людей, как Маугли, не может научиться говорить, мыслить, не получит технических способностей. Только общество может развить эти способности и может научить ребенка. Следующий вопрос. Происхождение человека. Как результат изобретения предками человека охоты и войны. Если Фридрих Энгельс полагал, что труд создал человека из обезьяны, то, по моему мнению, не труд, но такие виды конфликта, как охота и война, создали человека из обезьяны. Когда представители более прогрессивно развитых человеческих существ уничтожали физические и вытесняли в труднодоступные места с суровыми условиями жизни человеческих существ из отсталых племен. Иначе трудно объяснить эту быструю эволюцию от обезьяны к человеку. И отсутствие сегодня промежуточных ступеней от обезьяны к человеку. Да их просто съели. Обычай каннибализма никто не отменял. Тем более в те древние времена. Например, трудно объяснить сегодня исчезновение неандертальцев без войны. На этот вопрос есть много точек зрения, что там изменение климата, извержение вулканов повлияло на исчезновение неандертальцев. Я считаю, просто они проиграли войну. Человеку, неандертальцев, человеку разумному, Homo sapiens. Поэтому и исчезли. Итак, война между человеком разумным и неандертальцем. Ученые не признавали факта войны между разновидностями семьи гоминид долгое время. Ученые полагали, что эволюция человека была более или менее линейная. Одна разновидность гоминид
сменяла другую. И каждая новая разновидность гоминид была более прогрессивной. Каждая новая разновидность гоминид была ближе к современному человеку, чем предыдущие разновидности. Сегодня стало ясно, что все было намного сложнее. Эволюционное дерево гоминид оказалось очень разветвленным. Несколько различных разновидностей гоминид, которые находились на разных уровнях близости к человеку, сосуществовали иногда в одном и том же месте некоторое время. И эти разновидности гоминид находились в состоянии войны друг с другом. Приматы появились 65 миллионов лет назад. Из общей массы живых существ они выделялись своим интеллектом. У них был наибольший объем мозга по отношению к размерам тела. Около 12 миллионов лет назад приматы начали развиваться по двум разным линиям. Таким образом, люди отделились от больших обезьян, наших ближайших родственников. Общность происхождения очевидна по чертам, которые люди разделяют с шимпанзе, гориллами и орангутангами. Чрезвычайная общительность, длительная забота о младенцах и способность к коллективной защите, способность прямо ходить и кистью рук, способные манипулировать предметами. Около 3 миллионов лет назад наши предки сошли с деревьев, высокие травы Центральной Африки. Там, передвигаясь на двух ногах, они усвоили преимущество коллективной охоты и начали пользоваться огнем, орудиями и оружием. Они строили примитивные укрытия и шили примитивную одежду. 250 тысяч лет назад появился наш собственный вид Homo sapiens, человек разумный. 40 тысяч лет назад по земле ходили люди, которые ничем внешне не отличались от современных людей. 12 тысяч лет назад в Египте и Двуречии возникли первые цивилизации. Итак, неандерталец. Неандертальцы населяли Европу и Западную Азию от Испании до Узбекистана 200 тысяч лет назад, 28 тысяч лет назад. То есть они исчезли 28 тысяч лет назад. Климат тогда был холоднее. И за время существования неандертальцев было несколько раз наступали ледниковые эпохи. Неандертальцы, по всей видимости, не являются прямыми предками современных людей. Они являются двоюродными братьями. Неандерталец и Homo sapiens – это разные виды, поэтому у них может быть потомство, но это потомство не имеет детей. Потому что разные виды проблем не скрещиваются. Хотя у современного человека от неандертальца осталось примерно около 2% генов. То есть скрещивания были. Говорят раньше, что у человека было 10% генов от неандертальца. Но постепенно эта доля снижается. Кстати, у негров, которые жили в Африке, нет генов неандертальца. У всех остальных, то есть, конечно, у европеоидной расы, у монголоидной расы есть гены от неандертальца. Немножко скрещивались.
Так вот, неандертальцы независимо произошли от пятикантропов. Неандертальцы отличались от современного человека более низким лбом, он такой низкий и покатый, то есть центры речи и абстрактного мышления плохо развиты. Но они говорили, неандертальцы, но плохо говорили. К тому же у них был скошенный подбородок, говорили плохо. Дальше. У них был выступающий затылок, надбровные дуги. Надбровные дуги – это центр агрессии. Объем мозга, как у современных людей, или даже немножко больше. Но мозг был примитивным все-таки. Но объем мозга был даже больше, чем у человека. Неандертальцы уже умели разводить огонь. Они питались почти исключительно мясом, хотя иногда и растениями. Варили какую-то кашу. У них был каннибализм широко распространен. То есть в случае голода жрали друг друга. Ну, конечно, и Homo sapiensов тоже жрали. У неандертальцев появились первые мистические религиозные верования. Они уже хоронили своих мертвецов и украшали могилы цветами. Культура неандертальцев мустерская – это прежде всего обоюдоострое рубило, ну из гайки, заточенное более качественно, чем аналогичные орудия предков, а также разнообразные отщепы, которые использовались для разделки туш. У неандертальцев имели деревянные копья для ближнего боя. Они не умели их метать. С каменными наконечниками они их приклеивали. Какую-то там умели делать смолу и приклеивали наконечники. Но для ближнего боя. Поэтому часто они травмировались во время охоты и часто погибали. В более позднее время, уже во время контактов с сапиенсами, у неандертальцев появляются зачатки искусства. Это ожерелье из медвежьих когтей. Появились нечто вроде флейты, кости с просверленными дырочками, скульптуры. Так, второй вид, который их победил, это Homo sapiens, человек разумный. Объем мозга у представителей этого вида в среднем 1300 кубических сантиметров. Вертикальный лоб. Надбровные дуги были редуцированы и исчезли. Возраст древнейших находок в Африке 130 тысяч лет назад. Примерно 50-55 тысяч лет назад началась великая экспансия Homo sapiens. Вначале, по-видимому, Homo sapiens двинулись в Южную и Юго-Восточную Азию, где не было неандертальцев. Представители этой волны расселения проникли в Австралию около 50 тысяч лет назад, где, по-видимому, вызвали чрезвычайно быстрое опустынивание континента и массовое вымирание крупных животных. Сожрали всех животных в Австралии. Из костей древнейшего австралийца возрастом около 50 тысяч лет удалось извлечь митохондриальную ДНК. Она оказалась весьма отличной от того, что встречается у современных людей. Это говорит, по крайней мере, о нескольких волнах расселения сапиенсов и о том, что некоторые из этих волн могли не оставить потомков среди современных людей. Несколько позже, это 40-35 тысяч лет назад, произошло вторжение сапиенсов в исконные земли неандертальцев.
в Европу. Довольно долго, это от 40 тысяч до 28 тысяч лет назад, сапиенсы и неандертальцы жили на одной территории. Ну невозможно обойтись без войны. Жить на одной территории, да еще если неандертальцы жрали хомо сапиенсов, да и сапиенсы их жрали, конечно, была война. Ну и небольшое спаривание. Вероятно, неандертальцы были постепенно вытеснены сапиенсами, хотя подробности этой борьбы до сих пор неизвестны. Были прямые столкновения или только конкурентное вытеснение за счет более эффективных методов охоты. Вот у сапиенсов уже были копья для того, чтобы их можно было метать с расстояния, а не только драться в ближнем бое. Это раз. Потом сапиенсы одомашнили собаку, которая помогала им охотиться. Позднее у сапиенсов появились луки-стрелы. К тому же этих сапиенсов было много. В Африке много дичи, и поэтому сапиенсов было гораздо больше, чем неандертальцев. Хотя неандертальцы были здоровее. Они более были коренастые, ниже ростом и обладали страшной силой. Звери были. Вот. Так вот, когда сапиенсы вторглись в Европу, они изобрели войну. Они не просто охотились на безоружных животных, а воевали против неандертальцев, которые имели оружие, имели разум, речь, ну и какую-то способность к орудийной деятельности. По крайней мере, оружие они изготавливали. Хоть похуже, чем сапиенсы, но изготавливали. А до этого человечество не знало войны, и человечество знало только охоту до этого момента. Если целью охоты является уничтожение животных с целью получения мяса для потребления человеком, то целью войны является уничтожение и вытеснение себе подобных, то есть людей, захват территорий и различных ресурсов. Ну, в то время самый главный ресурс – это охотничьи угодья. До этого момента у людей не было противников, вооруженных оружием. У сапиенсов, хлынувших в Европу, в самом начале этой экспансии произошел и качественный скачок в культурном развитии. В археологии этот момент соответствует переходу от среднего палеолита, то есть мустьерская культура, носителями которой были неандертальцы, к позднему палеолиту. Европейских сапиенсов возрастом 40 тысяч лет и менее традиционно называют кроманьонцами. У них впервые появилось настоящее искусство, наскальная живопись, резко ускорился технический прогресс, усовершенствовались приемы охоты. Последнее, впрочем, имело и негативный эффект в форме возможной роли первобытных охотников в массовом вымирании крупных животных примерно 10 тысяч лет назад. Согласно одной из гипотез, расовые различия современных людей унаследованы от Homo erectus. Человек современного типа независимо развился в нескольких районах из местных популяций Homo erectus. Согласно другой гипотезе, современный человек появился лишь однажды в каком-то небольшом районе Африки. Оттуда он расселился по всему Старому Свету, вытеснив, истребив всех архаичных людей, пятикантропов и неандертальцев. Молекулярные данные свидетельствуют в пользу второй гипотезы, то есть была Ева, от которой произошли
все люди. Итак, Homo sapiens возник 150-200 тысяч лет назад от Евы. Ну, Ева в кавычках. Все современные люди весьма мало отличаются друг от друга генетически. Генетические различия между расами людей в целом меньше, чем между разными особями шимпанзе в одном стаде.